Здравствуйте! В этом видео я хочу дать один совет молодым кинологам, тем, кто решил связать свою жизнь с кинологией и хочет достичь в этой науке максимально профессионального уровня. И по моему скромному мнению, это лучший совет из всех возможных. Но перед тем, как дать свой совет, я немного вернусь в прошлое, к истокам служебного собаководства и обращу ваше внимание на то, решением каких задач занимались кинологи прошлых поколений. Если рассмотреть такие службы, как защитная, караульная и им подобные, то мы неизменно придем к тому, что в основе создания методик подготовки по этим службам лежит опыт боевого применения собак. Упоминания о различных способах натаски собак для боевого применения можно найти в разных источниках информации, и относятся они еще к временам многовековой давности. Уже в те времена собак использовали в военных сражениях. Их функция была как противостояние с воинами вражеских армий, так и атака лошадей и других животных противника. Но более систематизированная информация о подготовке служебных собак, которую мы можем проанализировать, относится к концу XIX века. К примеру, немец Жан Бунгартс, книги которого начали публиковаться с 1884 года, поднимает много вопросов о применении собак в боевых условиях. С целым рядом интересных идей Жан Бунгартс настаивал на том, что нести службу в армии должны только суки, а кобелей, которые особо выделяются своими рабочими качествами, необходимо кастрировать и только после этого использовать на службе. Решением этого вопроса были заинтересованы не только кинологи Германии. Исследованием этой темы занимались также и военные кинологи Советского Союза. Но расставить все точки над «и» в этом вопросе позволила диссертация на соискание ученой степени доктора биологических наук, которая защищалась в 1941 году в институте имени академика Павлова. Эта работа так и называлась «Пищевые и оборонительные безусловные реакции у собак-кастратов». В дополнение к этой диссертации хочется отметить еще одно исследование, которое проводилось в начале 60-х годов XX века целой группой ученых-криминалистов под руководством Абрама Ильича Винберга, результаты которого дали ответы на многие вопросы в области одерологии. На основе таких исследований были усовершенствованы уже имеющиеся методики Никиты Федоровича Карацупы и Всеволода Васильевича Языкова по обучению кобелей игнорировать течкующих сук во время несения различных служб и игнорировать запах течки во время работы по следу. Также по результатам исследования ученых-криминалистов появились новые технические средства, такие как прибор одерологической идентификации – шершень, который во времена моей службы инструктором службы собак пограничных войск в обязательном порядке использовался в боевом применении. Возьмем следующую книгу «Русская войсковая собака» 1900 года выпуска. Ее автор Иосиф Яковлевич Поплавский, офицер, неоднократно принимавший участие в боевых баталиях, поднимает целый ряд вопросов по поводу служебного применения собак. Он дает свою оценку работам Жана Бунгартса, а также настаивает на создании новой породы собак, взяв за основу лайку, проводя ее сравнительную характеристику с европейскими породами собак. Но особенно интересны его выводы по поводу разделения служебными собаками людей на своих и чужих. И изучение этого вопроса также получило свое продолжение. Кинологи Советского Союза в 50-е годы изобрели различные методики в этом аспекте. Фундаментом изобретения этих методик были работы генерала-лейтенанта медицинской службы Константина Михайловича Быкова, который был учеником академика Павлова. Его опыты при исследовании коры головного мозга, а также продолжение и совершенствование идей Павлова стали бесценными знаниями, которые легли в основу многих принципов натаски собак. Основная методика, созданная на основе исследований генерала Быкова, носит название «застревание» и была продолжением уже имеющейся на то время системы обучения немецких кинологов, которая называется «формирование памяти врага». В основе методов немецких кинологов лежали опыты над собаками немецкого биолога-естествоиспытателя Иоганна Мюллера, а также практическое руководство Лео Фрайхера. Здесь стоит отметить, что в те времена военные кинологи очень плотно взаимодействовали с учеными,
Академик Павлов, академик Быков, доктор медицинских наук Гарибьян и многие другие ученые принимали активное участие в создании многих методик и принципов натаски собак для разного рода служб. В старых книгах мы можем найти отображение этих принципов. С 1908 по 1912 годы типография Министерства внутренних дел России выпускает несколько книг, автором которых является Василий Иванович Лебедев. В книгах говорится о подготовке и применении собак в полиции и других ведомствах, сторожевой, защитной и других службах. Начиная с 1927 года отделом военной литературы Советского Союза, а позже и другими государственными издательствами была выпущена целая серия книг, автором которых является Всеволод Васильевич Языков. Это были разные книги. Некоторые предназначались для лекций в государственных питомниках и для военных кинологов, были и те, что предназначались для общего пользования. В этот же период издательства Наркомата обороны, ОСА-Авиахим, НКВД и другие выпускают множество книг о подготовке сторожевых, караульных и защитных собак. Во всех этих книгах красной нитью проходит необходимость жесткого обучения собак с нанесением ударов и прочих болевых ощущений. Даже литература, которая предназначалась для общего пользования, хоть и в краткой форме, но тем не менее несла в себе информацию о необходимости таких жестких методов дрессировки собак для охраны и защиты. Такого рода литература являлась руководством для всех клубов служебного собаководства, где обычным людям прививали культуру воспитания и содержания служебных собак. В старых книгах можно почерпнуть очень много полезной информации. К примеру, многие кинологи по сей день задаются вопросом, когда можно начинать раскрытие таких качеств щенка, как недоверие или агрессивное отношение к постороннему. Но современные клубы собаководства почему-то забыли, что этот вопрос был решен советскими кинологами пограничных войск 60-х годов прошлого века. Ими была выведена методика, которая позволяла это выявить. Причем начало занятия определялось не как сейчас размыто, в 4 месяца, в 8 и так далее, а определялся конкретный день начала занятий для каждого отдельно взятого щенка. И этим занимались государственные питомники, на которых в обязательном порядке в штате был инструктор службы собак, который и занимался раскрытием потенциала щенков. Список авторов книг о кинологии можно продолжать очень долго, и это только кинологов Советского Союза, а ведь есть еще и книги знаменитых кинологов Германии, Англии и других стран. Самое интересное и интригующее в службе собак – это то, что она постоянно идет на грани между учением о рефлексах и противоречащим этому учению проявлением сознания и воли. Казалось бы, что тут такого необычного? Бегают инструктора, машут палками и тряпками. А нет. Все выводы инструкторов службы собак целиком и полностью построены на практике боевого применения. Поэтому и интересна эта служба ученым, так как многие их выводы, пройдя через горнило боевой практики, полностью переосмысливаются. Вот пример. Те, кто служил в 70-е и 80-е годы инструкторами службы собак в пограничных войсках, помнят методику под названием «голодание сном». Эта методика позволяла раскрыть максимальные возможности собаки в защитной, караульной, охранной службах. Но самое интересное заключается в том, что в завершающей фазе натаски собаки эта методика полностью перечеркивает учение академика Павлова о рефлекторной дуге и говорит о том, что ее вообще не существует. Цель этого видео не в том, чтобы досконально раскрыть методики тех работ, которые я перечисляю. В этом видео я хочу сконцентрировать ваше внимание на том, какие вообще темы рассматривали и исследовали предыдущее поколение кинологов. Такого рода исследований вообще уже может не быть никогда. Прежде всего потому, что роль служебного собаководства в корне меняется. Да и по всей видимости уже никто не будет финансировать такие исследования, которые так глубоко изучали возможности собак. На выводах многих исследований строились методики, которые потом с успехом применялись в натаске собак для охранной, защитной, караульной, разыскной и прочих служб. Да и что там греха таить? Опыт фашистских концлагерей или ГУЛАГа также лег в основу методик натаски собак в разных службах. И хотя об этом говорить не принято, да и не гуманно,
Но, как говорится, из песни слов не выкинешь. И этот факт также нашел свое отображение в документальных источниках информации. Теперь я перейду к смыслу всего вышесказанного. Если вы вникнете в историю создания методик охранной, защитной и караульной служб и всего того, что с ними связано, то неизменно придете к тому, что пик развития кинологии в этих службах пришелся на период с конца XIX века и до 60-х годов XX века. Именно в этот период были созданы лучшие служебные породы собак, были разработаны лучшие методики и снаряжение, позволяющие максимально раскрыть потенциал собаки для применения в боевых условиях. Эти методики требовали минимум затрат как во времени, так и в других ресурсах. Они уходили в простоту, но при этом были максимально эффективными. Я умышленно в этом видео взял для рассмотрения такие необычные темы, для того, чтобы вы поняли, какие вопросы решали кинологи прошлых поколений и насколько глубокими были их познания в разных направлениях, связанными с подготовкой собак. Поэтому тем специалистам, которые говорят о том, что современная кинология шагнула вперед в подготовке собак в охране и защите по сравнению с кинологией прошлых поколений, хочется сказать: вы очень хорошо подумайте, с чем вы сравниваете сегодняшний детский сад, а потом уже озвучивайте ваши выводы. А еще лучше прочитайте с десяток старых книг и сравните уровень задач, которые ставили перед собой разные поколения кинологов. Современному поколению кинологов нужно постараться хотя бы не утратить те знания, которые нам дали предыдущее поколение. Именно в этом история дает нам возможность проявить себя. Но еще и в разработке различного оборудования для натаски собак, учитывая современные технологии. Теперь то, что касается лучшего совета молодым кинологам. Около 30 лет назад я взял себе за руководство одно правило. Когда я приезжал в какой-нибудь город, я обязательно искал там старые книги по дрессировке собак. Из этих книг я брал для себя основные выводы или какие-то интересные методики, которые в них описывались. В разных странах я собирал старые книги где только возможно. В библиотеках, в разных архивах, на базарах. И так за долгие годы у меня накопились разного рода источники информации о кинологии последних 150 лет, начиная от книг разных авторов и заканчивая рукописями Никиты Федоровича Карацупы и других кинологов прошлого. И такое правило я советую взять на вооружение и вам. Сделайте это своей привычкой. Собирайте старые книги везде, где это возможно. И все лучшие выводы фиксируйте в своих конспектах. При этом в копилку знаний отбирайте только те, которые проверили на практике и можете лично подтвердить, работая с собаками. Уверяю вас, через 10-15 лет такой привычки вы обнаружите, что у вас в руках целый кладезь знаний. Причем это будут, что называется, сливки тех исследований и опыта, на которых построена вся кинология. И уже опираясь на эти знания, вы сможете строить свои принципы и правила в работе с собаками. И еще один момент. В странах бывшего Советского Союза вы то, что называется, днем с огнем не найдете книг Бунгартса, Мюллера, Фрайхера и многих замечательных авторов. А в Европе вам не составит особого труда найти работы этих авторов. И с учетом нынешних технологий перевода иностранных языков вы сможете получать полезную информацию. Как говорится, было бы только желание. Изучение книг должно быть обязательным и постоянным. Именно это даст вам глубокое понимание всех процессов в кинологии. Всякого рода видео в YouTube – это просто поверхностная информация. И мои видео этому не исключение. Если я детально буду раскрывать каждую тему, то 15-минутный ролик превратится в 5-часовую лекцию. В своих видео я просто даю общее понимание разных тематик, но глубина знаний таится в мелочах и в различных нюансах. Опираясь на свой 40-летний опыт в кинологии, я скажу, что со временем я насытился и дрессировкой своих собак, и работой с чужими собаками, и соревнованиями, начиная от своего участия и заканчивая созданием своих программ и проведением соревнований по этим программам. И могу сказать с полной уверенностью, единственное, что по-настоящему мотивирует заниматься собаководством, это жажда получения новых знаний. Вот что позволит вам не потерять интерес к кинологии. Всегда находиться в статусе ученика – это единственный путь к тому, чтобы становиться лучше. С вами был Петручок Владимир. Всего вам доброго. До новых встреч!